Дамы и господа, здравствуйте. Да, сегодня немножко необычный ролик у нас. Я хочу сделать обзор такой вот шняги. Аккугриф, селфи-палка, селфи-штик с аккумулятором для камеры Insta-H Pro. Это первая версия еще. Да, я снимаю на 2, даже на 3 канала снимаю. Пользуюсь у меня Sony DJI Osmo Pocket 3, Insta, GoPro 12, дрон. Как я к этому пришел? Я постараюсь очень кратко все это объяснить. Так как аккумулятор на Insta мне очень нравится, аккумулятор быстро очень садится, я позаимствовал у GoPro Вольта такой штик с аккумулятором. Я им пользовался, GoPro, у меня была с 9 по 12, все GoPro были. Когда вышла H, Insta, я попробовал ее, сравнил с 12, и, скажем так, 12 не стояла даже рядом. Месяц назад я получил Эмиль от Инсты, то, что они делают мне якобы хороший ангибот, если я вторую версию закажу. Я сразу заказал, но до сих пор я не получил, хотя 1 числа ноября они должны были выслать. Надеюсь, скоро вышлют. Говорит, нету в лагере, пусто. Вот, и в общем, я снимал вот с этой штукой, подсоединял вольту от GoPro, и приходилось мне включать все ручками здесь. В общем так, без этих кнопок всех. И тут я на страничке от Инсты я нашел селфи-штик с аккумулятором. Почитал, посмотрел, и я не остался им доволен, так как у него не было вот этой вот резьбы. Тут можно вкрутить любой триподик маленький. Это от Чайки, от Осмы. Я на Осму сейчас снимаю. И у наших друзей я обнаружил вот такую штуку. Я посмотрел по ютубу кучу обзоров, и я не нашел ни одного по-русски обзора. Я решил его сделать. Вчера пришла посылочка. Да, я, конечно, распаковал его, посмотрел уже. Даже веревочку такую привязал. В общем, все работает, все прекрасно. То, что они присылают, это сам штик, крепление. Можно GoPro присоединить. Да, кстати, есть 2 версии. Есть версия, да, тут еще наклеечки, бумажечки. Есть версия, это Insta 360 Edition, и есть GoPro Edition, чтобы подходило GoPro. Крепление для GoPro, тоже крепление для камеры и 6-гранный ключик. Достать надо все, как они упаковали. Ну, упаковано, скажем, так себе, эта упаковочка, ну, упаковали. Все. Ну и что, и попробуем сейчас подсоединить. Плюс-минус, кстати, я заметил, у нее тоже нету здесь резьбы, чтобы прикрутить триподик маленький. Но ей можно пользоваться так же, как триподом. Берем в сторону. Вот так. И она имеет еще такой крючочек, немаловажно. Его можно подвесить на какую-нибудь стенку. И это мы сейчас все посмотрим. Мы попробуем сейчас быстро камеру подсоединить. Да, я, конечно, настроил, она соединилась очень быстро. Ну и у него есть еще такой вот пультик. Он держится на магнитик, походу. Да, магнитик. Нет, вы его не потеряете. Чтобы дистанционно можно включать было камеру. Ну и давайте посмотрим, как это все функционирует. Я уже посмотрел, да, конечно. Кстати, я предпочитаю вот такие вот крепления даже на GoPro. Вот эти крепления все себе переделал. Очень доволен, хорошо. GoPro я снимаю очень мало сейчас. Это только если в воду где-нибудь залезть, скупаться, рыбок снять. Ну и на рыбалке где-нибудь снимать, если пин пропеллера или рыбку вытаскиваешь. Да, и у нее также каплок. Это очень-очень хорошо. Стало, зафиксировалось. Ну, прекрасненько. И заводчик мы закрыли. И вот так она сейчас выглядит. Кстати, по аккумулятору я не нашел ни на официальной сайте, ни на упаковке, нигде не нашел капацитет аккумулятора. Вот это вот я не знаю, как долго она будет держаться. Вот это держит долго, вольта.
Подсоединили мы камеру, значит. И попробуем сейчас соединиться. С пульта, не факт. Нет, все же первый раз. Нет, включилась, смотрите. Включилась. Надеюсь, вам хорошо видать. Включилась. При нажатии кнопочки должна была пойти запись. Запись не идет. Угу. Все, вот сейчас он соединился. Да. Посмотрите. Надеюсь, камеру видно. Запись остановлена. Запись идет. Запись остановлена. И также еще можно с пульта менять режимы. То есть фото. Это у нас видео. Таймлапс. Все режимы можно менять также с этого пульта. Очень приятная штука, скажу вам. Мне очень нравится. Пока нравится. Также можно ее отключить. Оп, и она отключилась. Делает странный такой звук. Удобно ли ей снимать будет, я не могу вам сказать. Я думаю, да. Кстати, если кто-то снимает, например, да, смотрите тут. И так можно перевернуть ее. И так можно снимать. Кстати, да, кто-то может ступенечки хочет поснимать. Пол, воду. Очень удобно. Ну и селфи. Пожалуйста. Можно также снимать и селфи. Вот такая штучка. Очень удобно, скажу. Удобно. Мне очень нравится. Такой вот коротенький ролик я решил вам подснять. Да, кстати, почему я хочу сказать, выписал я себе Insta H Pro вторую версию, так как у этой первой у нее не меняется объектив. И это довольно скорбно. Я был на рыбалке по весне, снимал наш поход за селедкой, мы ездили. И был косячок небольшой. Хорошо, у меня везде стеклышки, защитные стекла стоят. И что случилось, то что я нечаянно ударил, и стеклышко лопнуло. Но производитель Инсты дает год гарантии, бесплатно раз поменять объектив. В новой же камере она снимает 8К. Ну, я думаю, 8К вряд ли кто будет смотреть это разрешение. И меняется объектив, как на GoPro. 13-ю GoPro я рассматривал, да. Ценовая категория, ну, немножко дороже, но я скажу, по качеству видеоизображения у нее, она не то что не уступает, скорее всего, Insta намного лучше даже. Но она когда придет, я обязательно сделаю сравнение. Ну вот, господа, вот такой коротенький ролик получился. Надеюсь, вам понравилось. Ну, если понравилось, ставьте лайк, прокомментируйте, есть ли или нет у вас такая штука, хотели бы вы такую штуку приобрести. Ну, как я уже сказал, я ни одного не нашел обзора на канале, на интернет-ресурсах на русском языке. Да. И на немецком я только один нашел. Один, кажется, полгода назад делал. Эта штука не новая, но очень-очень удобная. Ну, на этом я закончу свой ролик. Всем приятных просмотров. Подписка, лайк, комментарии. Пока-пока.